Всем огромный привет, с вами Оксана, и сегодня у меня 4 готовые работы сразу. После такого долгого творческого перерыва я 3 месяца не вязала, сейчас просто вяжу запоями. У меня было, мне кажется, это творческое выгорание, я совершенно не хотела ни вязать, ничего вообще. Я 2 месяца не прикасала к спицам совсем. И вот этот месяц я просто вяжу без остановки. Как вы видите, у меня уже 4 готовые работы, и сейчас я вам покажу. Вот здесь лежит вся пряжа, из которой я вязала. Сейчас на спицах у меня еще 2 проекта уже. Я вяжу. И прям вот, знаете, на видеосъемку не отвлекаюсь, не знаю. И давайте по порядку. Что же я связала за это время? Начнем, наверное, вот с этой пряжи. Это пух норки от фирмы Atrico. Она мне недавно приходила. Цвет 883. Пряжа 80% пух норки, 20 нейлон, 50 грамм. Длина 350 метров. Это производство Китая. Ну, сейчас в Питере есть эта фирма, которую вот под фирмой Атрика они отправляют. Итак, и давайте покажу, что же я связала с этой пряжи. А с этой пряжи я связала вот такой вот джемпер с круглой кокеткой. Недавно у меня был мастер-класс, вернее не мастер-класс, а описание по круглой кокетке. Итак, вот этот джемпер полностью связан по тому мастер-классу. Единственное, я здесь, вот видите, накиды делала и провязывала просто отверстием. И добавила там, последнее прибавление было, по-моему, 11 петель, не 10. Смотрите, вот такой вот джемпер получился. Это я сестренке своей связала. Размер где-то 46-48. Ушло вот таких вот, так, мне вот 4-й моток я начала. Не видно, конечно же, по нему, что я начала. Но я 4-й моток начала. И вот у меня осталось, вот видите, здесь уже начатая она потоньше, вот здесь побольше намотана. Расход у меня вот приходила дополнительная нить, 4 вот таких катушки и 4 вот таких было моточка. 4-й я начала на размер 46-48. Надо 4 мотка вот такой вот пряжи пух норки. Вязала я в одну основную нить и в одну дополнительную нить. Пряжу можно заказать в интернет-магазине Atrico. Ссылку на магазин я оставлю, а также промокод на скидку. Вязала я спицами номер 3,5, а резинку вязала спицами 2,5. Вот видите, вот такой вот джемперок с круглой кокеткой у меня получился. Вязала, ну не скажу, что долго, быстро он связался у меня. И вот такая вот красота получилась. Итак, теперь давайте я вам покажу второй долговяз, который я долго-долго вязала. Это вот с этой розовой пряжи. Я его уже показывала, это чайка. Вот такая чайка у меня получилась, просто великолепная, девчонки. Я в полном восторге от того, что получилось. Единственное, было сложено, это хлопок. Вот здесь вот помялся, но сидит просто потрясающе. Если у меня получится, я вам сфотографирую, ставлю здесь фотографии, как это смотрится на мне. Это моя первая чайка, которую я связала. Если надо, то будет такое же описание, как по круглой кокетке, потому что я сейчас по этим же расчетам буду вязать вторую чайку другой расцветки. Итак, эта пряжа мне приходила с интернет-магазина пряжа.су. Промокод на скидку также я вам оставлю. И давайте покажу, из чего же я вязала. Вот такие вот 3 моточка. Это у меня пряжа катон от Лана Гросса, 100% хлопок, цвет номер 99, 50 грамм, 125 метров. И ушло у меня на размер 46-48 вот таких вот 7 мотков. Далее вот это королевские пайетки на хлопке, 1 моток. А это пайетки на полиамиде, 1 моток. Это пряжа Кутнор. Вот эти по одному моточку пряжи Кутнор мне хватило. Итак, далее вот с этой пряжи, вот как вы видите, вот эти полосы, они связаны в одну ниточку вот с катона.
А вот эти вот, где пайетки, я вязала вот эти две нитки, складывала и вязала. Тогда по толщине они точно такие же, как вот такая одна нить. Получилось просто, девчонки, потрясающе. Я вот от этой чайки просто в полном восторге. Такая, смотрите, красота. Так красиво переливаются пайетки. Вообще такая прелесть. Так, что я могу еще сказать по этому джемперу? Первая моя чайка. Очень довольна. Буду вязать еще. Вот так она выглядит. Вот. Рукава закрывала иглой. Вот здесь. А вот по низу уже не иглой закрывала. Вот такая вот красота. Это вот такое вот мое второе изделие. И давайте перейдем к носкам, которые я уже связала. И сейчас я вам дам даже схему к этим носочкам, как и обещала. Следующее это вот такие вот носки с пряжи Artisan, которая мне приходила с интернет-магазина пряжа.су. Внизу под видео я оставлю ссылку на интернет-магазин и также промокод. Вот с таким вот красивым рисуночком. Я вам его уже показывала. Давайте сниму с блокатора. Вот так выглядит носок. Вот такой вот рисунок, размер 38-39. Я сейчас вам дам схему, и вы сможете с легкостью связать. И расскажу, как я их вязала. Вы легко и просто свяжете, даже вот по моему описанию, которое я сейчас расскажу. Пятку я вот так всегда вяжу, подковой. Мне сейчас это очень нравится. Лицевая гладь по подошве. Здесь мысочек вот иглой закрыт. У меня есть мастер-класс. И вот такой вот красивый узор. Вот. И давайте начнем с узора. Раппорт узора 10 петель. Так, сейчас я вам его покажу. Книги. Вот такая вот книга. 280 японских ажуров для вязания на спицах. Итак, узор номер 253. Вот, скриншот делайте. Вот так он выглядит. И смотрите, вот эти черточки это изнаночные петли. Вот это 2 петли вместе с наклоном вправо. Кругляшок это накид. А вот такие без ничего это лицевые петли. Раппорт узора 10 петель. Я набирала, смотрите, 61 петлю. 1 петля для замыкания в круг. И вязала резинку 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная. Далее я вязала 10 петель, 1 раппорт, 60 петель, 6 раппортов. Вязала по кругу 6 раппортов, а в высоту 2 раппорта. Вот 1 раппорт, вот 2 раппорт. 2 раппорта в высоту связала. Далее, так как мне надо по схеме добавить 1 петлю, сейчас я вам еще раз покажу. Смотрите, здесь вот начинается одной изнаночной и заканчиваться должно вот изнаночной, поэтому я добавила 1 петлю и 31 петля по верхней части. Сейчас покажу. Вот этот узор верхний, вот он, я вязала на 31 петле, а пятку отделила 29 петель. 29 петель отделила, связала высоту пятки. Так, не помню, сколько там рядов, но у меня есть мастер-класс по носкам, ссылку я на него оставлю. И далее также пятку все точно так же я вязала, как в том мастер-классе, только лицевой гладью. Убавляла петли тоже, как в том все мастер-классе. Вот здесь. И закрытие петель тоже вязала потом мастер-класс. Поэтому вы можете связать вот эту часть по рисунку, да, как я вам сейчас рассказала, а остальное открыть мастер-класс с моими носками, которые есть, и все точно так же вот здесь продолжить вязать, потому что я вам сказала, на пятке 29 петель. И вот такие вот носочки у меня получились. Осталась еще пряжа, и будут еще носки, значит, такой пряжи. И следующее это мой любимый кардиган, который я сейчас ношу, уже протестировала с огромным удовольствием, из пряжи Кобра. Так, вот такой вот кардиган из пряжи Кобра у меня связался.
Этот мастер-класс я покупала у Юлии Гирман, поэтому ничего прям подробного, попетельного я по нему сказать вам не могу, потому что это платный мастер-класс, очень хороший. Я вязала на размер 44-46 по мастер-классу. Пряжа у меня вот такая вот Siam Cobra, цвет номер 07. Она мне приходила с интернет-магазина пряжа.су. Расход 10 моточков. У нее отличный просто состав. 70% хлопок, 21 мериносовая шерсть и 9% альпака. 50 грамм, 100 метров. Пряжа, девчонки, просто потрясающая и очень-очень теплая. Вязать с нее одно удовольствие. Вязала я спицами номер 4 резинку и номер 5 основное полотно. Вот надо 10 мотков на размер. Так, 44-46. Но он получается такой широкий, свободный. Так, там у Юли он идет как оверсайз кардиган. Здесь вот такие вот классные косы с дырками, да, я вообще от них в полном восторге. После стирки я кардиган вниз вот так тянула, потому что после стирки немножечко вширь раздалась, но пряжа не села. После стирки не колется, я переживала, что будет колоться, потому что здесь у нас в составе есть 9% альпака. Во время вязания мне казалось, что она колется, но нет, все прошло отлично. Рукава я тоже вытягивала, я связала их вот такие 3/4, но после стирки я их вытянула. Вот такие вот дырки. Я сейчас вяжу по мастер-классу Юли еще свитер, ну, наверное, джемпером его сделаю. Но о том, что я сейчас вяжу, у меня будет другое видео. Ну, а сейчас вот я связала вот такой вот кардиганчик. Я его уже давно начала. Ну, вот, наконец-то связала. Вот так он выглядит по спинке. Вот такие вот дырки. Это японское плечо. Вот по японскому плечу, не знаю, как-то неоднозначно. У меня какое-то такое чувство, будто плечевой скос у вас назад как будто ушел, и как будто вы сутулитесь. Ну, не знаю, это мое такое как бы мнение. Но кардиган классный получился, очень комфортный. Я его сейчас с удовольствием ношу. Подобрала такие вот красивые пуговички. Мастер-класс у Юли можно купить на Бусти. Я покупала на Бусти, так как я с Казахстана, и мне комфортно, ну, удобно с Бусти покупать. Так что вот. Такой вот классный кардиганчик у меня получился. Ношу с огромным удовольствием. Наверное, по этому мастер-классу буду еще вязать. Ну, даже можно без дырок связать. Просто какую-нибудь пряжу взять, да, такую, может быть, секционную, да, даже однотонную какую-нибудь красивую пряжу. И по мастер-классу просто связать без вот этих всяких дырочек. И будет тоже здорово. И пряжа, да, мне очень понравилась. Я думаю, даже не 5 можно спицами. Видите, 5 вязала, даже очень плотненько получилось. Можно даже 5,5 взять, я думаю. Это такой шнурок. Так, это шнурочек. Он набитый. Вяжется легко, быстро. У Юли там каждая петелька прописана. Ничего считать нельзя. Сидишь просто и отдыхаешь. В последнее время я стала очень ленивой. И мне легче купить мастер-класс и просто сидеть вязать. Перед этим изделием, да, я все рассчитывала петли. А знаете, я для себя решила, вот буду брать такие мастер-классы, которые просто отдыхалочки. Сидишь и вяжешь, не надо ничего считать, думать. Сиди и вяжи. У Юли как раз такие мастер-классы. Все, я вам все показала, рассказала. И на этом будем прощаться. Пишите, что вам больше всего понравилось. И что вы сейчас вяжете. Мне прям интересно. Уже сезон, прохладно становится. Вот я носки начала вязать. Одни уже связала. И вот думаю, что еще. Какие-нибудь еще неинтересненькие следочки, носочки будем вязать. Кардиганчики. Сейчас свитера пойдут в ход. Уже холодно. Шапки, ну, шапками я не люблю шапки почему-то вязать, не знаю. Ну и на этом закончу свое видео. Всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.